Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем нашу традиционную телепередачу «Времена, события, люди». У нас сегодня выездное заседание, как любят иногда некоторые политики говорить. Нас пригласил к себе глубоко уважаемый Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, один из ведущих представителей Государственной Думы. Спасибо большое, Владимир Вольфович, мы очень вам признательны. Потому что у телезрителей много накопилось вопросов. И я хочу каждый раз, когда мы приходим к Владимиру Вольфовичу, я хочу еще раз, так сказать, вы меня извините, Владимир Вольфович, я хочу еще раз сказать, это, пожалуй, единственный высшего ранга политик Российской Федерации, который действительно участвует в просветительской работе Государственной Думы, который выполняет важнейшую функцию общения с массами, общения с народом, не стесняясь высказывать те вопросы, которые нам задают в огромном количестве. Спасибо, Владимир Ильич. Если бы все политики участвовали в первом образовательном канале Российской Федерации, я думаю, у нас бы не было многих проблем, которые возникают из-за незнания элементарных вещей. Владимир Ильич, я хотел начать с такого вопроса. Вот Китай. Состоялся, визит нашего президента в Китайскую Народную Республику. Я вспоминаю, как в 2006 году в составе делегации ЛДПР, которую вы возглавляли, нас приглашала Компартия Китая, встречались все на высшем уровне, по-моему, только Ху Цзиньтао нас не принял, он был на ШОСе, Шанхайской организации сотрудничества, а так все высшие руководители. Мы видели, как изменился Китай, мы видели, как изменилась, так сказать, обстановка, мы видели, как к нам относятся. Скажите, пожалуйста, что это означает с точки зрения стратегии геополитической, как говорится, ситуации? Что такое визит президента Путина? Это что, поворот на восток? Это что, уход, как говорится, с западных рубежей? Потому что у нас что-то там либо не получается, либо, нам там мешают. Много спрашивают об этом. То, что состоялся визит, это всем известно, но никакого поворота ни на восток, ни на запад, ни на юг нету. Мы делать должны все равномерно. Когда-то русские цари мечтали спуститься на юг, но тем не менее в основном вели борьбу и имели хорошие и плохие отношения на западе. То же самое и Дальний Восток. Там всегда были и хорошие моменты, и плохие. Это обычный визит. Просто сейчас, когда у нас очень даже положительно это нужно оценивать, охладели отношения между Россией и Западом, то визит в Китай вроде бы стал восприниматься, что мы готовы сами от Запада отвернуться и повернуться к Китаю. Нет, но нам выгодно иметь хорошие экономические связи со всем миром. Китай – это пограничное государство с нами и огромный рынок. Мы с ним заключили договор с Китаем на 30 лет. Такого длительного договора ни с кем. И такие объемы газа будем поставлять, который никто никогда даже не думал кому-либо поставлять. Так что в этом смысле мы просто делаем все то, что соразмерно Китаю. Это самая большая по населению страна и очень большая по территории. У каждой страны есть свой взлет. Взлет и расцвет. У Китая сегодня максимальная, так сказать, позиция по развитию страны, но это Олимп. Потом надо будет спускаться, потому что это произошло благодаря помощи Советского Союза. Сотни предприятий построено, никакой военной угрозы. 600, по-моему. Сотни, 600 и еще там чего-то столько, там уже все цифры. То есть мы создаем им промышленность, мы вооружаем их армию, и для них полная безопасность. На них никто не нападет никогда. Конечно, можно все силы мобилизовать и развивать свою промышленность, сельское хозяйство и так далее. Но это развитие Китая произошло только лишь благодаря двух факторов. Помощь СССР и капиталы, инвестиции со стороны США. Убираем эти две подпитки, и Китай будет как Малайзия, как Вьетнам, как Индонезия. Но мы старались Китай сделать сильным, потому что мы исходили из коммунистической идеологии, что было больше сильных коммунистических стран, но это не получилось. А Америке нужен был последний рынок для сбыта своей продукции.
или размещение своих заводов, поскольку дешевая рабочая сила. Но это кончилось. Мы больше не помогаем Китаю. И Америке нечего больше давать Китаю. Поэтому эти источники кончились. И внутреннее развитие Китая подходит к тому, что там нужен свой Горбачев. Они хотят свою перестройку. Они устали от коммунистической партии. Они устали от догм, от того, что нужно делать так, как говорят в каких-то кабинетах на Старой площади в Пекине. Поэтому там неизбежно взрыв, я имею в виду такой вот демократический, не обязательно какие-то там демонстрации, снова Тяньаньмэнь. Но даже сама КПК готова вот к переходу к многопартийной системе. И это произойдет. Национальный вопрос созреет. Все-таки Западный Китай – это тюркоязычные народы. Это уйгуры, кашгары, дунганы. Я это хорошо знаю, поскольку жил в Казахстане, и там те же народы проживают. Я прям жил, рядом улица была уйгурская, кашгарская, а моя улица была дунганская. Поэтому их около 30 миллионов, и они хотят быть, так сказать, именно турками. Это вот остатки как бы Мусульманской веры. турецкого мира. Вот у нас есть русский мир до Сербии и Болгарии. И есть турецкий мир. От Константинополя до Абакана. Все тюркоязычные народы. Хакасы, тувинцы, там, монголы, якуты, значит, вот, Горный Алтай, значит, уйгуры, кашгары, дунгане, башкиры, татары, казахи, узбеки, туркмены, значит, киргизы и Азербайджан. Вот 200-миллионный турецкий мир. Он не будет вместе как одно государство. Но вот турки, проживающие на западе Китая, хотят быть самостоятельными. И для этого есть все основания. Другая культура, другая вера, и быть вечно угнетаемыми, запрещенными. Они не хотят. И там постоянно происходят теракты. Вот. Поэтому Китай, он достиг своего апогея, но дальше будет разрушение Китая. Это как в природе. Дерево расцветает, и потом загнивает и обрушается. Есть дерево, живет 20 лет, 30, 100, 200, там, 1000 лет. Так и страна. Апогей, как США, то же самое. Апогей прошел в США. Сейчас спуск. Он болезненный. Никакой стране не хочется жить беднее. Не хочется терять монополию на власть. Поэтому у нас с Китаем будут хорошие экономические отношения. Никогда Китай ни на кого не будет нападать. Эти мелкие угрозы там, по российские острова с Вьетнамом, с Японией, с Кореей, там это мелочевка, Тайвань мелочевка. Это все так или иначе преобразуется. Вот. А большой войны против Китая у кого-то или Китай против кого-то никогда не будет. Это пропаганда, когда запугивают: Китай захватит Дальний Восток, впереди война с Китаем. Да, это просто размышления людей. И они скучают. Политологи, востоковеды, журналисты, депутаты. Хочется что-то сказать и начинают выдумывать, что вот Дальний Восток, угроза, Китай, нашествие, нас захватят, их много. Они, кстати, единственная в мире страна, которая хорошо контролирует население. Жесткий контроль. Один ребенок. Второй, только если в том случае, что если оба супруги были единственными детьми в своей семье. Но если у кого-то из супругов, значит, были братья и сестры, все, второго ребенка вам не разрешат. Поэтому нету роста населения. И все равно до сих пор лишние рабочие руки. Надо еще больше контролировать. Может быть, вообще запрещать каким-то семьям рожать детей. Тогда будет баланс, когда есть столько населения, сколько есть работы. В этом формула справедливого социального развития. Каждый работает. Тогда у него жилье, у него здоровье, у него семья и безопасность. А если миллионы людей на Востоке, на Юге будут безработные, то террор невозможно остановить. Вот Балканы, перенаселенные, 100 лет в крови, в дыму. Китай остановил это, а Индия? Обязательно конфликт с Пакистаном, потому что Индия уже обгоняет Китай по населению. И никакого контроля. И очень южная страна. Там особенно жилищ не надо. И они живут чуть ли на берегу, говорится, прикрываются там какими-то листьями каких-то там деревьев. То есть очень
близкое к первобытно-общинному строю. Вот. Поэтому с Китаем у нас будут нормальные отношения, но неизбежно у него столкновение по национальному вопросу, выделение этих новых государств. Тибет придется освобождать ему, внутренняя Монголия освобождать, Манчжурия, автономия. Вот. Поэтому это впереди все вопросы. Мы не будем радоваться этому, но так или иначе будет идти демократизация Китая. А это неизбежно ведет к ослаблению страны. Вот демократическая Европа отстала от США. Почему? Туда поехали ребята боевые, с пистолетами, так сказать, гангстеры. И первые там 100 лет они в основном все силой делали. А Европа, она мягчала, права человека, толерантность. И вот она превратилась практически в нежизнеспособный континент, который медленно увядает, как дама, которая лет 55, которая замуж не выйдет, но у нее есть запасы лет 20-30, просто хорошо пожить. У нее дом есть, машина есть, накопление в банке есть, может быть, даже какой-то друг приходит к ней. Вот. А Америка, она уже не гангстеры. И у нее есть свои проблемы. И негров стало несколько миллионов, мусульман стало несколько миллионов, Мексика подпирает испанский язык уже, второй язык в Южных Штатах. Поэтому неизбежна трансформация и Америки. Создание новых государств или слияние, наоборот, Канада, США и Мексика в одно супергигантское государство, там 500 миллионов почти, но без всяких контактов с внешним миром. Хватит им контактов с Латинской Америкой. Поэтому впереди региональная политика. Евросоюз собрался. Теперь уже многие, сейчас это Европарламент, выборы, воскресенье, да? Так многие партии победят, те, кто против Евросоюза. 20-50 лет назад все шли в Евросоюз, теперь обратно. Мы соединялись силой в Советский Союз, потом в результате демократии разбегаются. Сейчас мы опять можем собрать его. То есть идут поступательные эти возвратные какие-то действия, и Европа впереди только лишь создание новых государств. И Испания распадется на 3 государства, и Британия на 3, и Бельгия распадется, еще там отделение Корсики, Сардинии. То есть это будет перспектива какая вот на середину 21 века. Да. То, что Зиновьев, наш великий марксист, логик, не предусмотрел. Он все-таки мечтал о коммунизме, считал, что коммунизм это хорошо. Он заблуждался. Он ко мне пришел как раз после победы партии, думал, что я все-таки, может быть, действительно коммунист, думал, что я с ним соглашусь. Я с ним поговорил и изложил свою антикоммунистическую идею. Ну и он, соответственно, разочарован. Он на Запад уехал, думал, там ему понравится, а в это время здесь перестройка, то есть он оказался у разбитого корыта. Запад не нравится, а советская модель рухнула. Поэтому он ушел из жизни раньше времени. Потому что нет ничего. То, о чем он думал много лет, писал много, все это рухнуло. Поэтому Европа испытала апогей от создания Европейского Союза. А теперь, сейчас, уже в Британии партия создана мощная, 3-я уже стала по значимости, выйти из Евросоюза. В Бельгии, в Голландии, во Францию набирают силу Национальный фронт. Это же Марина, это дочь. Да. А с ее отцом мы были хорошие друзья. И у нас были единственные контакты. Он жив? Мы жив еще, да. Ну, за 80 уже. Под 90? Да, под 90. То есть вот, ведь правильная была ориентация ЛДПР. Мы же с галлистами и социалистами бесполезно. Они себя исчерпали. А набирают силу Национальный фронт Франции. И мы из России, единственная партия, много лет поддерживали контакты. Сейчас я не ревную, пускай кремлевские кураторы поддерживают. Правильно. Но начали-то мы. То есть уловить тенденцию. В Венгрии понять. Тоже национальные отношения. То же самое. Там тоже 2 правых партии, которые практически являются правящими, так сказать. То же самое в Румынии происходит. И в Польше также будет. То есть постоянная тенденция. То левые побеждают, то правые. Но общий итог должен быть умеренный, центристский. То, к чему призывает ЛДПР. Уже на 1-м съезде был лозунг в зале по боковым стенкам висело. Умеренно-центристская партия ЛДПР. Мы не с правыми, мы не с левыми. И сегодня это действительно единственный вариант правильный. Нельзя идти по пути левой идеологии. И правый вариант, как на Украине, партия «Свобода» или правый сектор, это тоже невозможно.
Поэтому вот такой центристский умеренный вариант. Но избирателя легче подобрать, когда жесткая позиция. Захватить, разгромить, арестовать, обуздать, наказать. К сожалению, на это клюет избиратель. А вот такое, что средненькое, он не любит. Не любит. Кстати, вот Да. тоже национальные традиции, поддержка, ну, я их не называю консервативными, потому что я не считаю, что ЛДПР это партия консерватизма, хотя и есть здесь Элемент элементы консерватизма есть, и конечно. традиции, и порядок, так сказать, и правопорядок, те основные столпы, на которых держится мировой консерватизм. Ну вот немножко я хочу вернуться в восточно-буддийскую цивилизацию. Вот в Индии состоялось, так сказать, парламентские выборы, победила партия, которая также разделяет примерно ту же политическую ориентацию, что и ЛДПР Да, России, так да, сказать, вот да. с этой точки зрения. И не первый раз, уже второй раз. она Два побеждает. слова об Индии. Что Да. все, потому что у нас как-то вот мы много говорим, когда там Индира Ганди, Джавахарлал Неру, но это все уже в прошлом. Что сегодня там? Поясните, пожалуйста, потому что есть многие товарищи наши, многие ребята, которые учатся у нас, так сказать, они иногда не ориентируются просто-напросто. Вот вы сказали, Индия догоняет Китай по численности населения. По экономике, там вроде говорят, она где-то там в пятерке, в шестерке. да, Вот. да. Два слова, Владимир Иванович. Да. То есть у нас на Востоке это отдельные цивилизации. Да, Китайская да. и индусская. А уже Пакистан, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Монголия и так далее. Это все отдельные маленькие страны, которые цивилизационно не выдерживают, так сказать, быть субъектом цивилизации. Они группируются в они крупную, так. восточно-буддийскую. Вот как китайская она есть, называется. это прям наш сосед. Да. А индуисты и индийцы, Да. они чуть южнее. И они будут самой большой по населению страной, до 2 миллиардов дойдет. Сейчас уже, по-моему, миллиард 300 у них. Да. Вот, даже уже миллиард 400. Религия своя, индуизм, Индуизм. хотя очень много мусульман, даже больше, чем в Пакистане, которые отделили от Индии по религиозному принципу. То есть, видите, вероломство. Вроде бы разделили страну по религиозному принципу, но оказалось, что мусульман в Индии Сегодня. все равно больше, чем в Пакистане. Зачем же вы разделяли их? Вот, и Бангладеш. Бангладеш, А в принципе это большая Индия, да и Цейлон, Шри-Ланка, Непал. Это все одна индийская цивилизация. Но в принципе, конечно, будущее за маленькими странами. Потому что огромная страна, 2 миллиарда, ну как ее управлять? Тем более главный язык хинди. Это 50 миллионов говорит. Представляете? Даже 10% не знают этого языка. 10% населения этого языка не знают. Потому что 10% населения это 140 миллионов. То есть 3% индийцев говорят на государственном языке хинди. Поэтому каждый штат практически свой язык. Но общая как бы, вот, тенденция, они вместе, цивилизация. Были все они британской колонией, обычаи одинаковые, в принципе, так сказать, образ жизни одинаковый, кастовое деление у них. И много лет была правящей партией Индийский национальный конгресс. Я недавно сделал вывод, который, может быть, где-то тоже надо обозначить нам. Там мне 20 уже выводов таких исторических. Значит, вот однопартийный режим был у нас, а сейчас уже в мире можно заметить однопартийный режим внутри многопартийного. Скажем, Япония. Там 5 партий, Да. но у власти все время 60 ЛДП лет, Японии. да, То же самое Индия. Да. Индийский национальный конгресс Индийский, 50 лет у власти. Да. Но вот вторая партия по влиянию, Джаната партия, националистическая, она второй раз приходит к власти. Почему? Просто индийцы устали. Одна и та же партия, один и тот же руководитель. Как начал Джавахарлал Неру, дочь Индира Ганди, и сын тоже Раджив Ганди, и сейчас Соня Ганди во главе, и устали. Семейная партия, так нельзя. Конечно, есть и экономические проблемы, но они всегда есть экономические проблемы. Всегда есть миллионы людей, недовольные своей жизнью. Хотя есть возможность зарабатывать, но ленятся. А британцы их научили работать. И у них бизнес развит великолепно. Малый особенно. Средний, Малый. да. То, что требуется. Да. То есть все работают. Подвижный. День и ночь Дели не смолкает, как Шевелится. Стамбул. Да. До 3 ночи одни работают, а в 3:30 другие уже начали работать. Поэтому день и ночь все тележки едут, что-то чистят, везут, готовят, раздают, продают. Все. И это, конечно, позволяет им иметь доходы собственные. И Индия наиболее развитая страна.
в Азии, она более развита, чем Китай. У них очень развиты эти вот информационные технологии. И они сегодня, индусы, работают у себя на родине, а числятся в Америке, получают зарплату там. То есть то, что американские, скажем, авиакомпании не могут обслужить пассажиров вовремя, все делается по интернет индусами. Индусы продают билеты, оформляют, все делают, и так по всем направлениям. То есть сегодня не надо ехать в другую страну на заработки. Получите контракт и работайте на месте, в своем городе. Через интернет отправляйте обработанные материалы. И они это научились, им помогает английский язык. В чем плюс от того, что они были британской колонией, а Китай не был? Британия навязала язык, много было, и им было выгодно иметь общий язык. Иначе работы. 100 языков в стране. Ну кто будет 100 языков учить? Им легче было выучить один. И тем более с этим языком они могут по всему миру работать. И они вырвались вперед. Это вопрос чисто культурный. Благодаря бывшей метрополии Британии, благодаря английскому языку, благодаря постоянным поездкам в Европу, в основном в Британию. Вы, если приедете в Лондон, там одни индусы. Пакистанцы, индусы не играют роли. Оттуда. И все говорят по-английски. Для них это родной язык. Вы уже белого англичанина, лондонца, вы его не увидите. Его надо искать. Искать нужно. Поэтому Индия будет самым развитым государством в Азии. Она обгонит Китай по всем позициям. Она войдет в тройку ведущих стран мира лет через 20. Китай останется позади. Вот. Мы в пятерку будем всегда входить, а они в тройку. При этом США уже уйдут с первого места. Вот. Евросоюз, возможно, будет занимать какое-то время первое место, но как страна, где 25 стран. Это же не одна страна. То есть, поэтому у Индии большие перспективы. Если правильно понял, выводы мы можем сделать какие? Что сегодня вот на азиатском направлении российской внешней политики у нас вырисовывается следующая картина, так сказать. Вот Россия, которая имеет тесные, если так можно сказать, нормальные взаимоотношения с Китаем, с Индией. Япония как-то немножко из-за выпадает. Территории они к нам враждебно относятся, да? хотя им очень выгодно иметь с нами отношения. Они получали бы без всяких ограничений газ и нефть, сколько им надо. Маленький штрих. Вот Да. Иран, встречался Путин в Пекине с президентом новым Ирана, так сказать. Вот с Ираном как у нас? С Ираном это Буквально 3 слова. главное стратегическое направление на юг. Афганистан, Иран, Турция в середине века должны быть нашими самыми близкими соседями. Афганистан, это Афганистан, Иран, Турция. Турция. Вот, Средняя Азия вернется к нам, это пограничные страны. Потому что Индия тяжело нам переработать. Индия с Пакистаном объединяться или Ну так и зачем иначе. они? И не надо. Не А надо, вот Афганистан прямая граница Средней Азии. Кстати, он встречался же президент, Да, с президентом Афганистана. да. Он уходит, но это не Да. важно. И Иран, и Турция. Это стратегическое направление царской России, советской и нынешней. Только на юг. Индия побеждает. Почему? Она на юге. Мексика побеждает. Она на юге. Вот это вот нам нужно спуститься Владимир на Ильич, юг. ну комплимент вам тогда. Да. Вы начинали с этого, последний Да, бросок вот на юг. моя книга. Вы помните, как это? Это же еще... пропаганда войны? Я Уголовное дело возбудили. Представляете? Вы даже мне показывали телеграмму, по-моему, этого капитан первого ранга, командир крейсера. Да. Он сказал: Владимир Ильич, ваше указание омыть сапоги Да. в Индийском океане я Провели выполнил. учения, Черноморский флот, прибыли как раз в Индийский океан, недалеко от Индии. Он всплыла подводная лодка, Да. он сказал поставить всех моряков на палубу верхнюю. Они все выстроились, а воды заходят на палубу, она же лодка чуть-чуть. омывают. И омыла им, только там не сапоги у моряков, а ботинки. Да. Уважаемые телезрители, мы ждем ваших откликов, поскольку работаем всегда двустороннее движение. Владимир Ильич, спасибо вам большое за обстоятельный разговор по южной и восточной направлениям внешней политики Российской Федерации. Ждем откликов, уважаемые телезрители.